Не затихает шторм и рвется из груди. Тут военный дракон кричат, что мир не может без любви. Всем огненный 35-градусный привет из Египта. На связи Новотель Марсалам. Я сейчас выдвигаюсь на пирс отеля, чтобы показать вам коралловый риф по правую сторону от пирса. Итак, вот здесь вот начинается спуск в море. Левая сторона от пирса. Коралловый риф я вам показывал в одном из предыдущих видео. А вот это вот правая сторона от пирса. Чтобы вы понимали, на горизонте вот там вот это недостроенные отели, вот там недостроенные отели, а вот там вот находится бухта и отель Утопия. И сегодня я вам покажу весь коралловый риф по правой стороне вдоль этого отеля и до отеля Утопия. Наш путь с вами займет порядка 2 километров. Ну что, поплыли. Не затихает шторм и рвется из груди. Тут военный дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви. Пока горит огонь и все горит внутри, ищу я путь к тебе и не могу найти. Не затихает шторм и рвется из груди. Тут военный дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви. Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца. Я в зеркале вижу себя словно тень, и братство крепчает за моей спиной. Союз закаленных по духу людей, но только не каждый вернется домой. И в венах течет благородство отца, но время не лечит, а только летит. И я стала всадником вместо песца, и если не сдамся, то мы победим. Пока горит огонь и все горит внутри, ищу я путь к тебе и не могу найти. Не затихает шторм и рвется из груди. Тут военный дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви. В зеркале вижу себя словно тень, и братство крепчает за моей спиной. Союз закаленных по духу людей, но только не каждый вернется домой. И в венах течет благородство отца, но время не лечит, а только летит. И я стала всадником вместо песца, и если не сдамся, то мы победим. Пока горит огонь и все горит внутри, ищу я путь к тебе и не могу найти. Не затихает шторм и рвется из груди. Тут военный дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви.
Все, я приплыл к отелю «Утопия». А вы видели это? Видели? Там была акула. Чтобы вам было легче ориентироваться, вот здесь вот есть камень. Вот так вот вы плывете и риф делает уклон вправо, вот сюда, вот в гавань. И здесь спокойно прям можно выйти вот через эту бухту на берег. Так, теперь я обратно выдвигаюсь к нашему отелю и покажу, что же находится за его территорией. Ну вот что находится около нашего отеля. Это, можно сказать, пустыня. И вот эти вот тут два, по-моему, недостроенных отеля. Чем-то мне это место напоминает Сахал-Хашиш. Там также отель, недострой, 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 отель. Кстати, как вы можете заметить, здесь вода достаточно далеко уходит от берега. Я посмотрел по карте, 200 метров до кораллового рифа в среднем здесь. Кто любит песчаные пляжи, вам, конечно же, не в Марсалам. Сюда нужно приезжать в основном только ради снорклинга, дайвинга. Ну а вот, собственно, эти недостроенные отели. Будут ли они достроены в принципе, известно, наверное, только египтянам. Мы приближаемся к хижине бедуина. Хижина бедуина. Он сюда приезжает иногда на мотоцикле. У него здесь есть специальный вот такой вот столик, на котором он продает всякие безделушки. Нам осталось совсем чуть-чуть, и мы с вами дойдем уже до нашего отеля. Пока я тут плавал, время потихоньку перевалило за 5 часов. Так что давайте прямо сейчас мы с вами перемещаемся в отель на ужин. Но перед тем, как сходить на ужин, давайте сначала вернемся на Дельфин гору и встретим с вами закат. Ну вот пока я еще на пути к Дельфин горе, снова немножко вам поснимаю раков-отшельников. Вон их сколько много. Весь берег в них. Я даже боюсь на них наступить немножко. Знакомьтесь, рак-отшельник. Рак-отшельник, знакомься, это камера. У него клешня, он прям цепляется и рвется на свободу, вон он как убегает. Я нашел краба. Вот он там прячется. Вон, смотрите, если его будет видно на камере. Вон он, краб. Краб, давай вылезай. Я нашел еще побольше рака-отшельника. Они потихонечку растут. Чем больше они вырастают, они находят себе новую раковину. Вот, видите, уже какой большой он. И переселяются по мере роста. И у него, что самое интересное, одна клешня больше, другая клешня меньше. Вот самой большой клешней он прикрывает вход в свой панцирь. Тайм-лапс заката я снимал целый час. На улице уже стемнело. Мне нужно бежать на ужин в отель, потому что я уже проголодался. Ну вот я уже поднимаюсь по знакомой лестнице, и мы начинаем обзор ужина. Впереди у нас уже здесь станция с грилем. Там сегодня куриный шашлык. Кстати, забыл сказать по поводу сервиса в отеле. Здесь очень хороший сервис. То есть к вам всегда подойдет официант и спросит, нужен ли вам какой-то напиток или нет. Но мы уже в главном зале. Центральная круглая станция. Смотрим, здесь у нас составляющие для салатов и закусочки. Вот там бутербродики, какие-то непонятные субстанции. Так, снова составляющие для салатов. С другой стороны
идут готовые салаты и соусы к ним. Дальше продолжение, там тоже идут салатики. Вот так вот они выглядят. На противоположной стороне находятся хлебобулочные изделия. И по традиции у них всегда идут два супа. Это крем-суп и такой-то еще мини-стронг. Так, идем на станцию с гарнирами. Белый рис. Он всегда здесь, в этом месте. Белый рис. Что-то вам... Что это такое? Переведите. Я не знаю, что это такое. Тут дальше картофан. Тоже по традиции, как правило, он здесь идет. Овощи. Дальше идет. Это лазанья, видимо, у них здесь так подписано. И макарошки. Тоже у нас из горячего. Это у нас биф, говядина. Thank you. Так, соус к говядине. Курочка. Здесь у нас рыба. Тут дальше. Это морепродукты, кстати, сегодня. Вот, смотрите. И вот такие вот интересные. Это рис с мясом. Я не знаю, как называется. Вот. Это, в общем, вот это вот. Смотрите, какой домик. Это из макарошек он сделан. Новотель. Прикольно. Здесь паста. Самое главное, смотрите, у нас арбузы. Дальше начинаются другие фрукты. И вот такой вот стол с десертами. Как вы думаете, чем я буду сегодня обжираться? Конечно же, арбузом. Это будет весь мой ужин. Шучу, конечно. Сейчас еще посмотрю. Конечно, морепродукты, скорее всего, будут. И еще что-нибудь. Но арбуз точно. Приятного мне аппетита.